Сегодня, когда вы смотрите это видео, почти, как я называю подобные игры MMORPG, Pass of Exile 2 выкатывается в ранний доступ. События этого ждали очень долго и не мудрено. Первая часть PoE, разработанная и выпущенная конторой Grinding Gear Games в далеком 2013 году, успела наделать шороху и обзавестись целой армией поклонников по всему миру. 6 актов кампании, 100 локаций, 600 монстров, 100 боссов, 1500 пассивных умений, 12 классов персонажей, 36 классов восхождения, 240 камней умений, 200 камней поддержки и 700 видов экипировки. Все это будет доступно когда-нибудь на релизе. А пока в несколько урезанном виде Pass of Exile 2 стала доступна широким массам геймеров в Early Access. Что ж, пройти мимо такого решительно не представляется возможным, хоть это, откровенно говоря, и не наш прямой профиль. Так что давайте в этом видео поговорим про новую PoE. Потому что там есть о чем посудачить. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах в ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Crystal Falls — совершенно новая, готовящаяся к выходу бесплатная экшен-RPG игра, действие которой происходит в постапокалиптическом стимпанковском мире спустя столетия после глобальной катастрофы, известной как Nexus. Игрокам предстоит примерить на себя роли различных гибридных героев и исследовать мир, наполненный руинами, подземельями и могущественными артефактами. На момент релиза в игре планируется 3 класса, каждый из которых сможет похвастаться своими древами прокачки, причем навыки в игре не учатся, а находятся как лут. Скиллы могут быть, что называется, разной рарности и тоже обладают собственными древами прокачки, а в некоторых и вовсе есть специальные ноды для вставки камней. В общем, простор для творчества любителям билдостроения обеспечен. Множество различных подземелий, богатый лор, бесконечная процедурная концовка, привычная многим любителям жанра системы сезонов и, конечно же, возможность торговать с другими игроками без каких-либо ограничений. Многопользовательский режим, разумеется, тоже в наличии. За игру отвечает команда ветеранов экшен-ролевых игр, известных разработкой Pillars of Eternity и Stellaris, включая бывшего креативного директора Pass of Exile. Полный релиз Crystal Falls, кстати, онли на ПК, запланирован на 2025 год, однако ОБТ начнется уже 13 декабря этого года. Так что, если заинтересовались, не поленитесь добавить Crystal Falls в свой виш-лист в Steam по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Итак, дамы и господа, Pass of Exile. Причем начнем, разумеется, с первой части, просто потому что с нее все и началось в бородатом 2013 году. Я, к сожалению, не помню, когда конкретно я познакомился с PoE, но тоже где-то тогда же, плюс-минус, когда она стала доступна. Понимаете, никто не мог предположить на тот момент, что какая-то no-name студия с no-name проектом, без какого-то невероятного финансирования, сможет на обе лопатки положить такого маститого игрока рынка, как Blizzard. И не просто, я хочу заметить, маститого игрока рынка, а по сути контору, которая ответственна за появление своего рода поджанра, да, диаблоиды те же самые, и к этому мы обязательно еще сегодня вернемся. Что же мы имеем прямо сейчас? Вы знаете, как говорится, нельзя войти в одну реку дважды, но, похоже, обходить Blizzard на поворотах — это вполне нормальное явление, и вот прямо сейчас, когда нам известно, что такое Diablo 4, понятно, с чем ее едят, на рыночке появляется Pass of Exile 2. И вероятность того, что ситуация более чем десятилетней давности повторится, ну, на мой скромный взгляд, где-то 99,9. Просто на этот раз мне кажется, что сама по себе вот эта вот ситуация может уже завершиться, знаете, финальным раундом, после которого остается только надпись «Finish him». Вот об этом, обо всем предлагаю поговорить в нашем сегодняшнем видео, но для начала давайте посмотрим, что из себя представляет Pass of Exile 2 в своем раннедоступном варианте. Погнали! Коротенечко. Для начала следует отметить, что Pass of Exile 2 по-прежнему будет представлять из себя условно-бесплатную экшен-RPG, но бесплатную только на релизе когда-нибудь в 2025 году. Для доступа в ранний доступ придется все-таки раскошелиться. Хотя если вы в свое время занесли в первую часть PoE более $480, ранний доступ откроется для вас автоматически. Всем остальным желающим придется разориться в Steam на 1398, 2796 или 4660 рублей в зависимости от версии. Отличаются наборы внешкой и количеством валюты. Вы знаете, это тот неловкий момент, когда все мы, измученные ранним доступом, ранними доступами, я бы даже так сказал, и недоверием к разработчикам, можем смело выдохнуть. И если действительно хочется, если нет мочи, так сказать, терпеть, то можно смело занести не
не самые большие бабки, я считаю. Да, не за полный, скажем так, вершин Pass of Exile 2, но все равно контента там будет предостаточно. Сейчас мы об этом поговорим. Короче, на мой взгляд, не жалко от слова совсем. Итак, что же нам обещают на наши кровно заработанные в раннем доступе? 3 сюжетных акта общей продолжительностью часиков в 25. Причем, как я понимаю, потом эти же акты нужно будет пройти еще разок на повышенной сложности, после чего уровень персонажа должен быть 65-м, и начинается, собственно, эндгейм-контент вплоть до 100-го уровня. В будущем же повышенную сложность заменят на еще 3 сюжетных акта. Помимо основных сюжетных квестов будут всевозможные дополнительные задачи. Они тоже, что называется, must-have, потому что дают различные полезные бонусы и снаряжение. В раннем доступе доступно 6 классов, еще 6 добавят на релизе. Сейчас это воин, монах, наемник, рейнджер, волшебница и вичка. Предвосхищая ваш вопрос, сразу же на него отвечу: я буду стартовать вичкой. Потому что, ну знаете, с моей склонностью к дарк фэнтези, найти что-то более темное, чем вичка в PoE 2, вряд ли представляется возможным, поэтому вичка. И если мы будем говорить о восхождениях слэш возвышениях, я просто не знаю, как правильно, мне кажется, и так будет нормально. Это своеобразные подклассы такие в PoE, которых, кстати, будет 12 штук, по 2 на каждый класс, и на момент релиза вроде как добавится еще 3 на каждый класс. Так вот, если говорить о восхождениях слэш возвышениях, то я буду продолжать уже играть на инфернальной вичке. Это та, которая принимает демоническую форму. Короче, вот я вот сейчас это рассказываю, у меня начинается повышенное слюноотделение. Поэтому я, пожалуй, оставлю ссылку на все эти восхождения, возвышения. Разработчики недавно опубликовали полный их список, потому что кто-то там что-то слил, вне зависимости от NDA, это потерли, но, видимо, разработчики решили не плодить секретов Полишинеля и выложили: нате, пользуйтесь, вот вы и воспользуйтесь. Я бы, конечно, с удовольствием рассказал об этом, обо всем, но тут надо прям отдельное видео, может быть, как-нибудь потом. Пока предлагаю вам самим ознакомиться со всеми представленными в раннем доступе возвышениями слэш восхождениями. Для возвышения восхождения все еще нужно будет пройти испытания, но теперь их несколько, а не один единственный лабиринт. В Early Access их будет 2, на релизе 3. В основе одного лежит активность из Лиги PoE Sanctum, а во втором из Ultimatum. Упомянутые активности постарались разнообразить, добавив различные новые элементы. Способности в PoE 2 немного отличаются от PoE 1. Сперва вы находите неограненный камень определенного уровня, используете его и затем выбираете желаемую способность. Можно выбрать как новую способность, так и прокачать уже имеющуюся. У каждого класса активных способностей от 21 до 25. Они устанавливаются не в снаряжении, а в специальный отдельный интерфейс. Активные способности не привязаны к определенному классу, и при желании их можно использовать на всех. В игре свыше сотни поддерживающих способностей, вот их вы запихиваете в ячейки, связанные с активными способностями. У каждой способности может быть до 5 ячеек. Наверняка в этом моменте кто-то уже плюется в монитор и кричит: сложно, сложно, сука, сложно, Мадлер, остановись, постой. Но дело в том, что PoE всегда про вот это вот и была, про вот эту вот сложность. Надо вникать, надо изучать, билдостроение, реиграбельность. В общем-то, вот как раз таки за это игру и полюбили. Скажем так, за те возможности, которые в ней открываются. Фактически безграничны. Ну, то есть вот тот уровень реиграбельности, которого мы заслужили. И я тут грешным делом подумал, что раз я пролюбил в свое время PoE 1, не стал во все это вникать, то, может быть, сейчас как с ноги ворвусь в PoE 2. И да, ворваться, конечно, можно, но вот с ноги не получится. Все равно придется сидеть, изучать. Надо, наверное, уже даже прям со старта. Вот ты определился с тем, каким персонажем ты стартуешь, каким классом ты стартуешь. Неплохо было бы сразу и билдец какой-нибудь накидать. И фирменное PoE-шное древо навыков вот это вот пассивное, да, оно тоже перекочевало в PoE 2. С ним тоже нужно прям разбираться. И это тоже сложно, сука, сложно. Можно ли сказать, что PoE 2 казуальнее, чем PoE 1? Я бы сказал так, что PoE 2 это реальный шанс наверстать упущенное тем, кто в свое время пропустил PoE 1. Это так. Но вот насчет казуальности у меня прям есть вопросы. Просто потому, что вы хотя бы посмотрите на это древо пассивных навыков. Оно впечатляет отнюдь не меньше, чем похожие из первой части. Узлы, предоставляющие бонус к определенной характеристике, можно будет настроить, выбрав привязку к силе, ловкости или интеллекту. При этом в игре, как известно, будет золото, привязанное к персонажу. Золото используется для покупки снаряжения у NPC, для покупки случайного снаряжения по фиксированной цене и сброса узлов древа пассивных навыков. Для реагентов, конечно же, будет предусмотрен внутриигровой аукцион. В принципе, что за PoE без аука? Снаряжение традиционно
традиционно разделено по грейду на белое, синее, желтое и рыжее. При помощи стандартных реагентов грейд предмета можно повысить, и в отличие от PoE 1, эти реагенты будут выпадать теперь чаще. Чем выше грейд снаряжения, тем больше у него, понятное дело, дополнительных свойств. А у некоторого снаряжения будут слоты под руны. Чтобы вы понимали, все вот это действительно вкратце. Я действительно постарался сделать сухую выжимку из той информации, которая известна о PoE 2 в раннем доступе. И вот сейчас мы подходим к тому моменту, где мне точно так же сухо и с выжимкой нужно рассказать про эндгейм в раннем доступе Pass of Exile 2. Я, конечно, постараюсь, но чтобы вы понимали, там на каждом аспекте можно останавливаться в отдельности и чуть ли не лекцию читать. Так что вот сухая выжимка об эндгейме, без подробностей, потому что подробностей там вагон и маленькая тележка. Хотя какая нахрен маленькая? Итак, основной эндгейм-контент PoE 2 сосредоточится вокруг так называемого Атласа. Представляет он из себя такую 3D-карту мира игры с кучей связанных между собой узлов и различных второстепенных объектов. Насколько я понимаю, все это дело вообще бесконечно и расширяется в разных направлениях. В узлы можно вставлять новый предмет под названием Waystone, после чего и запускается карта. Waystone влияет на противников и второстепенные вещи, а сам тип карты привязан к узлу. К слову, в игре свыше 400 видов противников. После успешного прохождения карты вы можете продвинуться дальше, то есть получаете доступ к связанным узлам. Если же провалить прохождение карты, то узел блокируется и придется искать обходной путь к следующим узлам. Причем эти узлы еще могут быть разными по типу. Уникальные узлы убежища, башни и сооружения испытаний. В определенный момент прохождения карт вы начнете получать книги, дающие очки для специального древа Атласа. Это древо Атласа меньше аналога из PoE 1 и разделено на несколько сегментов. Основной и отдельные специализированные ветки. Всего таковых 7. Испытания с различными активностями, сложные версии испытаний возвышения, сверхсложные боссы Атласа, всего этого в эндгейме будет навалом. Если говорить про последние сверхсложных боссов, то все это является именно тем, чем кажется, а именно самым сложным эндгейм-контентом в игре, расположенным внутри древней крепости. Чтобы попасть в крепость, необходимо будет раздобыть 3 ключа, причем каждый ключ находится у убер-босса определенной фракции. Чтобы в свою очередь добраться до убер-босса, сперва придется победить 2 его лейтенантов. Если же вы по какой-то причине не сможете убить лейтенантов или убер-босса, они тупо убегут в другое место. Что я тут могу сказать? Учитесь делать эндгейм PvE контент в экшен RPG, в онлайн экшен RPG. Если что, в Steam вообще написано, что это ММО. В Steam же не врут. А учитесь, ну, вы сами понимаете кто. Ну и я специально подчеркнул PvE эндгейм контент, потому что, да, я прекрасно отдаю себе отчет, что никакое PvP, PoE, в принципе, нахрен, наверное, даже и не нужно. Но, черт побери, как бы было бы классно, если бы в качестве эндгейм активности где-нибудь что-нибудь такое фигурировало. Просто в качестве рудимента. Потому что, ну, понятно, да, вы видели это пассивное древо навыков, все вот эти вот билды, о балансе речи не идет, судя по всему. То есть, если это и будет какой-то PvP, то это будет нахрен сломанное PvP. Ну так тем веселее, сел на бутылку и поехал, прям нагибать, удержать. Короче, мне кажется, что такая активность, она бы, ну, наверное, нашла все-таки свою аудиторию. И я понимаю, что этого не будет, но... Эх... Что же, помечтать нельзя, что ли? С полным списком доступного в раннем доступе контента PoE 2 можно ознакомиться по ссылке в описании. Там постарался Арганаки. Хотя даже он с его дотошностью, мне кажется, вряд ли раскрыл все в полном объеме. Все-таки объять необъятное, знаете ли. Мне же, в свою очередь, хотелось бы, как и было обещано, коснуться забавной ситуации с тотальным доминированием PoE на рынке. Забавной и, я бы сказал, закономерной. Дело в том, что недавно в сообществе пока еще так называемых диаблоидов произошел курьезный случай, спровоцированный не кем-нибудь, а самим Родом Фергюсоном, главой соответствующей франшизы. Давеча он попросил игроков прекратить называть Diablo-like игры ARPG, потому что, мол, это и так, и не так одновременно. И действительно, за этой аббревиатурой скрывается уж очень много всяких нюансов и условностей. Тут он на 100% прав. ARPG это и Elden Ring, и Pass of Exile, и Dragon's Dogma 2. То есть игры с ролевыми элементами, делающие упор на действие. Но при этом старина Род спросил, а можно ли вместо ARPG использовать термин Diablo-like? Ну, когда речь заходит о формуле придуманной серии Diablo. Ну, вы поняли, как Souls-like, как Rogue-like, только Diablo-like.
Казалось бы, что может пойти не так? Но вот этим своим предложением Род Фергюсон отправил свою же родную аудиторию, а я напоминаю, это люди были, которые максимально толерантны к Диабло, на околоземную орбиту. Я уверен, свечение было видно где-то даже, может быть, за пределами Солнечной системы. И во всем этом потоке хейта проскочило встречное предложение. Дорогой Род, а что если мы перестанем называть диаблоиды диаблоидами, Диабло-лайк, и начнем их называть Поэ-лайк? Как тебе такое, старина? И знаете, мне кажется, что это максимальное унижение, когда твоя родная аудитория в твоем родном поджанре, который ты же изобрел и пытаешься тут как-то отстаивать, выдает такое. Это что-то за гранью. Это ж насколько нужно было, что называется, напочиваться на лаврах, чтобы вот произошло нечто подобное. И как бы вы понимаете, да, что это вполне закономерное развитие ситуации, потому что если ты вот так вот почиваешь на лаврах время от времени, выдавая что-то, ну, средненькое, то даже самые толерантные к тебе люди, относящиеся к тебе с максимальным пиететом и любовью, отвернутся, без проблем. Просто потому, что там смотреть не на что. Ну и чего уж тут греха таить, уже давным-давно Диабло не является каким-то законодателем мод в том поджанре, который сама же в свое время и изобрела. А кто у нас является законодателем мод? Правильно, GGG и Pass of Exile. Poe 2, я уверен, это просто лишний раз подтвердит. А еще вся эта ситуация мне напомнила релиз Baldur's Gate 3, когда, помните, там забегали все остальные разработчики, засуетились, такие: о, ты туда не смотри, ты сюда смотри. Не все игры должны быть вот такими. Хотя на самом деле все игры должны быть такими. Потому что все игры, прежде всего, должны быть, вы не поверите, играми. Они должны приносить фан и уже после этого зарабатывать деньги. И это ни в коей мере не должно быть что-то, построенное вокруг внутриигрового магазина и поставленное на поток. Ну и в этом плане разработчики из GGG максимально красавчики. То есть, система монетизации великолепна. Общение с комьюнити, все замечательно. Масштабы сногсшибательные. Идеи есть. Все, что нужно, есть. И, как оказалось, не так уж много денег нужно разработчикам, чтобы разрабатывать новые игры. Удивительно, правда? Хорошие новые игры. В общем, что-то, мне кажется, я тоже немножечко полыхаю, на околоземной орбите должно быть заметно. Пойду-ка я ознакомлюсь с Pass of Exile 2, но я уверен, финальный раунд уже начался, и скоро мы увидим надпись «Finish here». Это исключительно мое мнение, свое, как всегда, пишите в комментариях. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мать для Редопортал Go.ru. Еще услышимся.